Привет, друзья мои! На улице осень, а это значит, что наступает время уютных посиделок дома, в тепле, с молодым урожаем, например, с картошечкой, с соленьями и вкусной ароматной скумбрией пряного посола, которую мы сегодня с вами и приготовим. Ну а я хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали ставить ваши лайки, писать комментарии и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Тем самым вы поддерживаете канал в его развитии. А мы начинаем готовить. Первым делом нам нужно приготовить маринад рассол для нашей скумбрии, потому что ему нужно закипеть и дать остыть до комнатной температуры, примерно 30-25 градусов. Для этого я буду использовать соль, сахарный песок, немного кориандра, пару лавровых листочков, душистый перец, немного перца горошком и буквально 2 бутончика гвоздики. А также мне очень нравится добавить немного зерновой горчицы. Все количество и пропорции будут обязательно в описании под видео. Ставим всю эту смесь на огонь, даем ей закипеть и покипеть буквально 2-3 минуты. После этого выключаем и остужаем до комнатной температуры. А пока это все происходит, мы займемся разделкой скумбрии. Я использую замороженную скумбрию. Я ее предварительно размораживаю в холодильнике в течение 12 часов, для того, чтобы она слегка осталась такой подмороженной. Так с ней намного удобнее работать. И разделываю ее на филе. Берем рыбку, заводим нож под плавник, поворачиваем нож и по хребту срезаем филе. Переворачиваем рыбку и то же самое проделываем с обратной стороны. Заводим нож под реберные кости. Их можно вначале немножко подцепить. Вот так. После чего их удаляем. Получается вот такое хорошее филе. И еще разочек. Заводим нож за плавник и по хребту срезаем филе. Наверное, кто-то может сказать, что такой способ разделки достаточно неэкономный, типа много мяса остается на хребтах и так далее. Но мы с вами засаливаем рыбу для того, чтобы насладиться ее вкусом, а не для того, чтобы ковыряться в костях, к тому же, когда на тарелке есть и другие продукты. Поэтому я считаю, что этот способ разделки оптимальный для маринованной скумбрии. Отлично. Филе у меня промыты, отдыхают и ждут своего часа. Рассол тоже остывает. Для того, чтобы завтра обед был максимально вкусным, хочу подготовить малосольные огурчики и маринованный лук. Сейчас все замаринуем. Начнем с огурцов. Убираем у них жопки, нарезаем пополам и на четвертинки. Мне понадобится 3 зубчика чеснока и немного свежего укропа. Запах свежих огурцов и укропа у меня всегда ассоциируется с летом и свежестью. Пусть это будет то самое блюдо, которое продлит нам лето еще ненадолго. Теперь берем обычный пакет и отправляем все туда. Складываем сюда огурцы и чеснок с укропом. Туда же я отправляю столовую ложку соли и пол-столовой ложки сахарного песка. И хорошенько все перемешать и помять. Немного сахарного песка. Выпускаем максимальное количество воздуха. И завязываем пакет. В таком состоянии это все отправится в холодильник, и за 12 часов у вас получатся потрясающие малосольные огурцы. Теперь замаринуем репчатый лук. Я буду использовать красный, ялтинский сладкий. Его нарежу крупными полукольцами. К нему также добавляю небольшое количество соли, сахара и буквально столовую ложку яблочного уксуса. И все хорошо перемешать. Лук также убираем в пакет или в банку и оставляем промариноваться часов на 12. Завтра будем подавать его. Ну и наконец возвращаемся к нашей скумбрии. Рассол полностью остыл, а это значит, что нарезаем скумбрию на маленькие кусочки и заливаем ее рассолом. Рыба мягкая, нож должен быть острый. Берем филешку и нарезаем ее вот такими кусочками.
Заливаем ее рассолом, плотно закрываем пленкой и убираем в холодильник. В таком рассоле она промаринуется буквально за 12 часов, то есть на следующий день ее уже можно есть. Но, разумеется, если вы хотите ее есть дольше или похоронить, то до 2 недель в холодильнике она продержится у вас абсолютно спокойно. Ну а я продолжу завтра. Ну что, друзья, новый день, и наши соленья готовы. Осталось подготовить гарнир. У меня здесь такая замечательная горячая запеченная картошка. Отправляем туда кусочек маслица. И ведь теперь, друзья, наступает самое интересное. Посмотрите, какое все красивое. И теперь, как все это правильно употреблять. За вас, друзья. Вот здесь вот становится тепло. Берем огурчик. Теперь берем картошку. На нее немножко маринованного лучка. Наслаждаемся нежностью. И в конце скумбрия. Пряная очень. Посмотрите, какая нежная. Просто красота. В меру соленая, ароматная, пряная, чувствуются специи. Прям очень класс. Отдельно ее можно убрать теперь куда-нибудь в банку, хранить в холодильнике. Пару недель спокойно простоит. Это очень вкусно, друзья.